Привет-привет! Ну что, наступил 26-й год, весна, а это значит, что скоро начнется активный сезон ловли рыбы по открытой воде. Итак, я прикупил какие-то новиночки, попробую рассортировать их и показать вам. Итак, по советам моих подписчиков, которые писали мне в комментариях, различные приманки последние 3 года под обзорами по топ-5 по головлю и другим рыбам, посоветовали присмотреться к китайским аналогам. Поэтому, в принципе, я взял такие 5 воблеров, 5 приманок различных, которые мне очень показались интересными, которых нет в оригинале и которые мне рекомендовали мои подписчики. Итак, первое, это Касадака Team TM. Немножко в другом цвете мне рекомендовали, в черном, но в черном сейчас не найти. Это копия на Има. Сейчас вот здесь вот название выскочит. Пока не пробовал, не знаю, вот, но многие рекомендовали именно его. Видел похожие копии на Алиэкспрессе, какие-то по ним отзывы специфические, поэтому я не могу ничего сказать. Вот Team мне рекомендовали. Человека 3, наверное. Также по Касадаке это May Beetle. Тоже это копия на легендарную приманку. Вот название. Также мне ее рекомендовали в любом цвете. Говорят, в принципе, 3 подписчика меня рекомендовало и говорили, что иногда обыгрывал оригинал. Ну, конечно, это все как бы не знаю, поэтому надо проверять. Это личные рекомендации моих подписчиков. Больше одного подписчика ежегодно мне рекомендовали эту приманку. Так, следующее. Это у нас Tsuyoki Chef. Это, в принципе, кстати, это уже не подписчик, в принципе, свой фишинг рекомендовал. У него попала эта приманка в топ-5 по головлю. Это 30-й размер чабика СССР. В этом году, 32-й точнее, в этом году будет маленький чабик 30-й, но уже будет... Так, сигналка сработала, секундочку. Но вот рекомендовали мне этот воблер, поэтому я думаю, он зайдет в этом году. Следующий, это Какун. Давно мне его рекомендовали. По-моему, 2 года или 3 года назад в каком-то одном из обзоров. Классно вроде выглядит. Тоже не кидал. Вот он как упаковке, так и не ловлю даже. Ну и интересный такой вот воблерок. К сожалению, забыл, как оригинал называется, поэтому ссылочка будет здесь. Также мне рекомендовали 2 подписчика его. И говорят, что очень круто работает. Брал я на Озоне. Китайские они вообще довольно дешевые. Это, в принципе, китайская приманка, китайская копия. Но несколько человек рекомендовали, говорят, что это работает. Итак, продолжим теперь по остальным новинкам. Очень часто мне в чате Salaway Fishing, есть такой чат у блогера Salaway Fishing, рекомендовали такой Манофу 35. Сегодня я его, в принципе, покидал. Очень интересная приманка. К сожалению, на медленном течении, на медленной проводке он не так активно играет, ему все-таки нужна более быстрая проводка, чем у риджа. Не сыпется так, как Rapala Cut-Down, но интересно, довольно компактная, быстротонущая, интенсивная игра. Прям классно, мне понравился. Думаю, будут зажигать в этом году. В такой упаковке прям как подарочная. Они еще в большем размере есть, рекомендовали, но я решил только один взять. Также приобрел тут несколько банов-кабанов. Это такая приманка, которую я давным-давно хотел приобрести. Это все Bass-Day. Все, мы пока по Bass-Day идем. Дело в том, что конкретно вот эта вот приманка призвана мне заменить камимуши. Или каминуши, я уже не помню. У меня был этот воблер, он мне не понравился, не держал струю на тех реках, где я хотел ловить. И я его к черту продал. Вот. Сейчас на него жуткий ажиотаж. Ну, вот эта приманка мне сегодня понравилась. Я сегодня кидал его, мне понравилась его игра. Он держит течение, поэтому большая надежда на него. Это в 30 размер и есть еще размер 20. Да, 20 миллиметров, совсем малыш. Конечно же, я приобрел дополнительно вот такой цвет. Smith Camion. Цвет этот называется... Не найду сейчас упаковку. Это мне привезли с России. Это мой, который был. Один из самых моих ловчих. GTS 5. И вот этот цвет. Ссылочка сейчас будет здесь на цвет. Шикарная приманка. Просто цвет такой. Сегодня кидал, струю держит, все как надо. Ну, короче, надо просто верить и любить эту приманку. Отлично ловит. Всегда в топ-5 моих приманок. Из всех моих приманок. Так. По дублерам. Еще по интересным цветам.
Вообще несколько взял таких вот. Это у нас все головлиная тема пока. Мой любимый Фукуземи мини в таком вот цветике, зелененьком, темно-зеленый. Тоже привезли мне с России, потому что в Беларуси у нас не продается в таком цвете. Есть различные. Вот именно такой я искал. Мне мой подписчик Максим, спасибо тебе, привез с России. Это вообще красава. Ну, конечно, взял дополнительно топ из топов по любой стримовой рыбе. Это Итакрафт Эмиши 5S в таком цвете. Ручная работа. Ручная работа, да. И, ну, риджика в своем любимом цвете. 688-м. Риджика обычного. Кстати, СС медленно тонущий. Думаю, будет тоже разрывать в этом году. Теперь по Джакалу. Допы взял. СССРки в таких цветах. И Сьюзен. Еще одну Сьюзен. У меня есть японский рынок. Что-то я с собой не взял. Так что тоже буду ловить. За этим. Ну там, наверное, так не пройдешь. Опа. Сьюзен. Слушай, хороший. Также приехали мне такие турнаменты мои. Это у нас Double Clutch. Это у нас Dive Double Clutch. Приехало 3 штуки мне с Европы. Привезли мои знакомые. Так что они там стоят копейки, в районе 8, 9, 10 евро. Поэтому у нас просто бешеный денег. Это моя топовая приманка по судаку, когда он активен. Также взял Смит Катавади маленького. Прозрачный именно. Такая, называется это фотраут для форели. Ну, я его, естественно, буду использовать по головле. У меня есть темненький, вот светленький, потому что хочется поупираться в топ-вотер в этом году. Блесенький. Тут привезли мне, это подарочек тоже от моего подписчика. Force Crystal. 3,5 грамма. Ну, а это я уже купил. И Итакрафт Эмиши 4 грамма, потому что мне очень нравится эта блесна. Есть ее копия, кстати, от белорусского мастера. Ну, мне нравится оригинал. Тоже по головлю зайдет. Джакал еще. Что у нас? Это подарила мне супруга. Такой тут Чаби Поппер 342. Давно его хотел приобрести. И жена сделала в таком классном цвете вообще прям. Думаю, тоже будет ловить. И интересные итальянские инсекто кузнечик. Такой кузнечик. Блин, ну, мне кажется, он прикольный. Должен ловить. Буду пробовать. Потому что бренд довольно известный в Италии. Они знают тему в стримовой рыбалке. Надеюсь, будет ловить и покажет достойный результат. Так, в Литве приобрел. Сейчас немножко мы пройдемся по Остину. Такая блесна. Она почти суспендер из какого-то пластика специального. По жереху буду использовать. Интересная приманка. Купил в Литве тоже. Немножко Остина. Это мой Рики Роуч. Моя любимая приманка 18-сантиметровая. Просто очень быстро у меня ушла. Получил поклевку и, к сожалению, оторвал. Была очень четкая поклевка, но не засеклась. Это уже хорошо. Посмотрим, что там было. Что там случилось, куда ударила. Да. Ударила куда-то, но не засеклась. Хвост отгрызла.
тоже взял с Европы по акции, по Черной пятнице. Это у нас 22-й Свинтис Slim и Свинтис, это у нас сколько, 22 сантиметра, и обычный шедовский Свинтис, по-моему, покороче, там 18 сантиметров, что ли. Также Westin, коснемся еще Westin Swim. Вообще их несколько взял. Это конкретно 12 сантиметров и еще там 13, 12,5. Ой, 13,5 взял. Это у нас тонущая морская версия. Такая сардина. Мне просто очень нравятся синие цвета. И Westin Swim мне тоже очень нравится. Это тонущий. Думаю, тоже будет осенью отжигать по щуке. Так, также этого бренда взял итальянский лап. К сожалению, вот так просто не открыть. В общем, такой тоже классный. Также взял итальянский лап ратио, итальянский джерк. Ну, классная работа, просто такая форма. Очень интересный звук. Он прям такой сыпучий. Форма, конечно, идеальная. Единственное, что все-таки петлики надо будет проклеивать, видите. Хотя топ-качество. Ну, думаю, вот итальянцы шарят в рыбалке вообще. Ну и наконец-то взял себе свой любимый гуппи большой. У меня маленький есть. Мне хотелось именно в Мадтайгере, потому что он такую интересную игру дает. Просто тоже большие ожидания именно осенью. Так, очень взял много своей любимой резины. Это у нас Savage Gear Cannibal Craft 12,5 сантиметров. Такая резина. В различных цветах это куневые. У меня еще там куча приманок приехала других цветов. Кстати, вот целая коробочка будет по ним. Выделил отдельную коробку, потому что, ну, прям верю в эту приманку и играю сумасшедше. Поэтому показался как надо. Как надо ловить. В этом году еще не кидал, но сейчас про запрет на щуку до 1 апреля. Я все-таки приверженец не ловить рыбу, у которой нерест. Зачем ее травмировать, пускай она сделает свои дела. А дальше мы уже можем спокойненько ловить на эту штуку. Также из японского приобрел вот такой вот отцепчик. Японский. К сожалению, еще толком не рассмотрел, что за он, еще не применял его. Потому что толком на рыбалке не было тут. Но, думаю, будет интересно. Тут смысл в том, что он будет... Хотел вообще омут взять, но омут подразумевает то, что надо использовать вертлюг. То есть они все такие отцепы, они вертлюгового типа. Здесь же немножко другой принцип. Он проходит, отбивает часть приманки и дальше с помощью вот этих вот цепей выкорчевывает из какой-либо коряги. То есть тут двойной эффект и плюс лопасть воббера тоже заходит сюда. И вот это благодаря этой яйцевидной форме зажимает его. В общем, интересно попробовать. Пока еще нечего сказать даже, поэтому вот просто поделюсь опытом. Так, небольшое включение, продолжение к предыдущему видео о новинках 2026 года. Конечно же, если мы говорим про головля, то еще я купил еще одного Сюзана, он же Сюзан, в таком цвете. Это для японского рынка. Смысл в чем? Уменьшенные заводные кольца. Также для головля приобрел еще Хикори. 688 цвет СР-ка. И вот такого СССР-ку синего цвета привез мне мой друг Максим. Спасибо, Максим, из России. Потому что, ну, там выбор больше таких вещей, поэтому там оно есть. Ну, конечно же, как не обойти стороной любимого Фукузими Мимини. В таком вот с коричневым пузиком, цветиком. Ну, стандартно, ничего тут заморачиваться не будем. Это пока не самое интересное. Что из интересного? Артист 55 FR. Одна из моих любимых приманок по головлю, жереху. Часто у него выходит форель, но особенно для головля, потому что тот момент, когда она сыпется, делает колебательные движения вокруг своей оси, для меня, кажется, это наибольший интерес, потому что головля действительно на это реагирует. Что еще? Жереховая тема.
Тут сразу же несколько будет. Конечно, Дебу Ниора, 85 размер. Очень давно я мечтал купить эту приманку. Считается одной из лучших по жереху в нашем регионе в 85 размере. В этом году, кстати, будет еще 65 размер. Также спасибо Максиму, который привез эту приманку. Spearhead Ryoki 50S. Это один из моих любимых стримовых воблеров по всей рыбе в такой форелевом цвете. В таком форелевом цвете. Ну и, конечно, Кобра Пугачев 60-я. Классика жереховой ловли. Одна из самых моих любимых желанных приманок, которую вот в Хорватии, когда я был, эту приманку Кобра в большем размере, в меньшем, просто все говорили, это must-have, который обязан быть в коробке любого спиннингиста. Плюс у нас отлично ловится у нее жерех. Поэтому обязательно прикупил, попробую разловить. Теперь с хедлайнера этого шоу. Товарищи литовцы, спасибо Екатерине и Андрею за что помогли привезти такие вот приманку. Это жереховая, такое, даже не знаю, приманка, блесна, как они их там называют. Сейчас название здесь выскочит. Попробую разловить. Но главный хедлайнер, это же, конечно же, Джакал Чаби Бак. Джакал Бак. Не путайте. Такая вот приманочка. Очень острая. Очень много у меня ожиданий от этой приманки, потому что действительно взорвал рынок. Все началось с того, что на рыболовной выставке 2026 года ее анонсировали, сказали, что будет лимитированная версия выпуска на апрель-май под российский рынок, и все жаждали ее получить, но тут бац, она появляется в феврале-начале марта в Литве, Латвии и Австралии. Ну, естественно, я не мог не воспользоваться моментом и заказать через знакомых в Литве за 13,90 евро. Берите, 13,90 евро доставкой пару таких вот приманочек. Визуально, конечно, довольно простая приманка, практически бесшумная, с небольшим шариком. Уже бытует мнение, уже многие люди, кстати, разловили в России, покупили там, потому что она уже стала в России появляться по 2500 российских рублей. Это вот долларов будет столько. Ух ты. Кто-то говорит, что она заваливается, не держит струю. Кто-то говорит, что у нее классный плюх. И различные были комментарии по нему, поэтому я вот думаю, что отдельное видео по нему сниму. На данный момент считаю, что эта приманка очень перспективная, очень простая. И сегодня мы попробуем разловить на этой замечательной реке. Апстрим. Нормально. Идет где-то сантиметр. Пробуем. Летит хорошо, очень точно. Ветер не сдувает. Так, еще из интересного. У меня было тут одно видео про клещей, там где 140 клещей нашел рыбак, которое завирусилось по всем возможным ресурсам, возможно, даже вы видели, вот здесь будет ссылочка. И там были мои порванные вейдерсы и порванные мои забродные ботинки. И что-то слишком мне много комментариев пришло по моим, что там сколько человек в них умерло, еще прочее. И я все-таки решил, надо вот это, благодаря клещам на день рождения сделал себе подарок. Такие вот норвежские ботинки, классные, тут с такими металлическими вкладышами, чтобы можно было прям ходить по льду, наверное. Говорят, прочные, довольно легкие, там 800 грамм, по-моему, весят. В общем, буду кайфовать. Надеюсь, они у меня выживут больше одного сезона, потому что ни одни еще забродные ботинки в моих условиях не выживали больше одного сезона. Это 30 рыбалок, просто очень интенсивно использую. Вот. Это все, что хотел сказать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. У меня есть телеграм-группа, подписывайтесь туда. А также напишите какой-нибудь комментарий классный. Попробуем разыграть одну интересную книжку. Кстати, вот Максим ему предложил. Самый интересный комментарий, пускай он сам выберет, тому отправим книжку бесплатно. Все, пока.